История взаимоотношений Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games, с моддинг-сообществом GTA всегда была напряженной и сложной. С одной стороны, моды значительно продлевают жизнь и увеличивают популярность игр серии, создавая уникальные и порой безумные возможности, недоступные в оригинальных играх. С другой стороны, Take-Two как правообладатель опасается, что моды нарушают авторские права, могут наносить ущерб репутации бренда и даже влиять на прибыль компании. Ну или же они просто боятся, что фанатские моды могут быть лучше в определенных моментах, чем оригинальные игры или же ремастеры, которые Rockstar не научились делать. В прошлом Take-Two уже не раз демонстрировала свою борьбу с модами, особенно с теми, которые меняют карту или как-то существенно меняют геймплей. В таких делах юридические иски и требования об удалении модов из сети — это обычное дело в истории взаимоотношений компании с модерами. В этом видео я хочу разобрать несколько интересных показательных случаев, которые показывают истинное лицо Take-Two и то, как они относятся к модерам и своим фанатам в целом. Устраивайтесь поудобнее и давайте начнем. Каждый хоть раз за последние пару лет слышал про какой-нибудь скандал, связанный с блокировкой модов, инициатором которого всегда является, конечно же, наша любимая Take-Two Interactive, монополист мира GTA и всего, что с ним связано. Причины такой жесткой позиции Take-Two не до конца ясны. Вероятно, компания стремится защитить свои интеллектуальные права и доходы, особенно в преддверии выхода новых частей, например, GTA 6. Моды, добавляющие в игру новый контент или изменяющие существующий, потенциально могут конкурировать с будущими дополнениями и обновлениями, предлагаемыми Rockstar Games. То есть куча талантливых энтузиастов могут сделать какой-либо глобальный мод, выложить его на всеобщее обозрение в интернет бесплатно, а Take-Two боятся, что проект, который делали пару человек, окажется лучше того недоразумения, которое они выпускают в последнее время. И тут в принципе все именно так и есть. Но если копнуть глубже, то о каких рисках и потере дохода может идти речь? Неужели кто-то всерьез может подумать, что моды, какими бы они хорошими не были, смогут тягаться с полноценными продуктами от такой огромной студии, как Rockstar Games? И ответ — да, действительно могут. И Take-Two, как издатель и главный генератор шекелей, это все прекрасно понимает. И основная проблема тут еще и в том, что Rockstar не могут генерировать новые продукты так, как раньше. Ведь уже больше десятилетия игроки ждут новую часть GTA. То же самое и с другими сериями, чье будущее еще более туманно. Ведь там вообще не ясно, стоит ждать продолжения или же серия уже похоронена. Одно я знаю точно: чтобы скоротать время до выхода новой части автоугонщика, можно залететь на интересный проект. РМРП — это уникальный проект про Россию в GTA 5. Погрузитесь в атмосферу знакомой и одновременно новой России в виртуальном мире. Уникальная карта, красивая и до мелочей продуманная Москва, огромное количество разного транспорта на любой вкус. Здесь каждый найдет автомобиль своей мечты. Множество разных фракций, где тебе будет чем заняться. Продуманные и интересные квесты, большой список разных профессий, где ты можешь быть абсолютно кем угодно. Будь то водитель, курьер, медик, ну а если ты человый парень, то даже можешь посидеть с удочкой и расслабиться. Если этого мало, то отправляйся на службу в полицию или армию. Есть и криминальная составляющая, где ты будешь уже совсем по другую сторону. Но если захочешь еще большего масштаба, то РМРП сможет предложить тебе путь на самый верх, в политику, где при особом упорстве у тебя получится повлиять на судьбу сервера. Чтобы быстрее начать играть, переходи по моей ссылке в описании, качай игру, вводи мой промокод SPOT при регистрации и получай 30 тысяч вертов и 1 кейс BMW на серверах Рублевка и Арбат, или 60 тысяч вертов и 2 кейса BMW на Патриках. Увидимся на РМРП. Вернемся к модам и Take-Two, которая явно не готова мириться с тем, что кто-то может делать интересные моды. За все время этой ожесточенной борьбы против модеров и их модов было уничтожено очень много интересных проектов, десятки больших глобальных модификаций и сотни, если не тысячи, более мелких. Но сейчас я хочу привести несколько примеров, которые столкнулись с кровожадной машиной Take-Two не так давно. Это совсем свежие случаи, это очень масштабные глобальные проекты, и что немаловажно, это интересные и по-своему уникальные моды. Первый из списка мод — Liberty City Preservation Project. Переносит карту Liberty City из GTA 4 в пятерку. В отличие от других подобных модов, этот мод более доработан. По городу ходит NPC и есть трафик. Мод предлагает уникальный опыт игры в Liberty City на движке GTA 5. Возможно, авторы планировали перенести и миссии из GTA 4 и создать свою четверку на более свежем движке Rage. После выхода мод привлек внимание Take-Two, и 16 января авторы сообщили о проблемах, заявив, что с ними связались Take-Two и мирно попросили их удалить все ссылки на моды и так далее. Вероятно, Take-Two не слабо надавили на них, что либо вы все сворачиваете и удаляете все ссылки со своего канала, или ждите судов. И конечно, людям, которые находятся по ту сторону в одной стране с такими громилами, как Take-Two, идти против них — это равносильно самоубийству, поэтому данный мод был закрыт. Но интернет, конечно же, помнит все, и данный мод вы спокойно можете найти на различных ресурсах. Но самое что интересное, это то, что мод переносит карту четверки в GTA 5. То есть это такой некий ремастер, новый уровень для четверки. И как только мод вышел, тут же и объявились Take-Two и все свернули. Помню, что что-то подобное было в 2020-2021 году, как раз перед выходом Definitive Edition.
Edition. Тогда также активно банились всякие моды на карты, где переносили Liberty City и Vice на движок пятерки. Совпадение ли это, или же мы чего-то не знаем, и в будущем нас ждет все же ремастер GTA 4. Ага, поверил. Ну и бредятина. Следующий мод, которому сильно достался Take-Two, это довольно-таки интересная история. Наверняка все знакомы или же хотя бы слышали про мод под названием GTA Vice City Next Gen Edition. Над данным модом работала команда из 4 человек, и им удалось создать беспрецедентный мод для GTA 4. Воссоздав Vice City на движке 4, они перенесли все активности, миссии и контент из оригинальной Vice City, сохранив уникальную атмосферу оригинала, но при этом добавив в игру такие фишки 4, как модель повреждений транспорта, физику тел, эйфория и многое другое, так как все это, конечно же, было на движке 4. В отличие от предыдущих подобных модов для GTA 4, этот мод полностью переносит Vice City со всем контентом на движок Rage, что по сути является прорывом для моддинга. Данный проект очень ждали, несмотря на то, что модом занимались ребята из России. На их официальном канале на YouTube под разными видео было очень много англоязычных комментариев, то есть данный мод был весьма ожидаем не только у нас. Мод разрабатывался довольно длительное время, очень часто разработчики публиковали разные новости, видео, было много технических стримов и так далее. То есть не заметить такой объем информации в интернете было довольно сложно. Но как вы думаете, как же отреагировали в Take-Two на то, что кто-то решил перенести одну более старую игру на совершенно другой движок? Незадолго до релиза мода, о котором было также заранее объявлено, Take-Two просто берут и сносят канал разработчика мода. Без каких-либо предупреждений они просто в одночасье снесли канал за нарушение авторских прав. Остановило ли это Revolution Team от публикации мода? Нет. Мод был опубликован в назначенную дату. Мод набрал большую популярность, он активно обсуждался и обсуждается и по сей день как в RU комьюнити, так и на англоязычных форумах. И тут Take-Two наносит еще один удар и сносит телеграм-канал Revolution Team, где разные пользователи делились своим опытом, скидывали информацию по моду, обсуждали пути решения каких-либо проблем и так далее. Это становится очередным ударом по команде разработчиков, и они стойко переживают и эту потерю. Но далее беда пришла откуда совсем не ждали. У команды есть группа ВКонтакте, до которой, казалось, Take-Two точно не сможет добраться, ведь ВК же наш, отечественный. Все представительства Rockstar и Take-Two давно ушли из страны и официально не продают здесь свои игры. И казалось, что они точно никак не смогут повлиять на группу ВК. Но к большому удивлению они смогли. Каким-то образом они связались с администрацией ВК и кинули жалобу, после чего команде пришлось удалить из группы все упоминания о данном моде и все ссылки, чтобы спасти данное сообщество от удаления и, вероятно, избежать каких-либо других более тяжелых последствий с юридической стороны. Помимо всего вышесказанного, после удаления основного канала был создан новый, на который заливались трейлеры мода. Он держался какое-то время, но и его, конечно же, тоже снесли. Смогла ли победить во всей этой ситуации Take-Two Interactive? С точки зрения закона и влияния на разработчиков модов, да, им удалось сделать так, чтобы мод от лица команды, которая его сделала, был удален. Но хайп с данным модом получился настолько большим, что сами фанаты начали активно улучшать мод, делать фиксы, разные моды и так далее. Мод сильно завирусился, и YouTube заполнили сотни, а то и тысячи роликов с данной модификацией. А все это, соответственно, не удалишь. И уже с данной стороны можно сказать, что Take-Two проиграли это сражение. Модеры и простые игроки победили. А все потому, что была большая поддержка со стороны комьюнити. И именно так и нужно бороться с этими большими махинами, которые не хотят выпускать игры, делают пару проектов раз в 10, а то и больше лет и сидят потом собирают деньги. Итог всей этой басни таков. Take-Two, да и Rockstar Games уже не те, что были в нулевые. Свое имя они сделали, болт на фанатов давно положен. Представьте, каким бы был мир GTA, если бы не было всех этих бесконечных блокировок, модов и прочих запретов на использование GTA контента. Мы бы увидели очень много крутых проектов, которые привнесли бы большое разнообразие в мир GTA. Но, увы, этому не бывать. Take-Two же уже окончательно скотинились, ждать что-то хорошее от них уже не приходится. Даже самая ожидаемая игра десятилетия GTA 6 вполне может подкинуть каких-либо сюрпризов, что обсуждать потом будем еще очень долго. Но все точки расставит, конечно же, время. Напишите в комментариях, что думаете насчет всех этих блокировок модов. Будет интересно почитать. Респект плюс вот этим ребятам. Также спасибо данным бустерам за их поддержку. На этом у меня все. Увидимся в новых видео. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Rockstar.